Приветствую, друзья! Поскольку какие-то революционные излучатели в бюджетные модели не ставят, единственным разумным решением остается правильно настроить то, что есть. Так поступают почти все уважаемые бренды, и именно по такому пути пошли Team Hi-Fi в своей новой модели T1S. Внутри здесь установлен 10-мм динамик с якобы бериллиевым напылением, зато по тюнингу почти Harman. Просто сверхлюбопытное решение в сегменте до $30. О нем сегодня и поговорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой и довольно скромно оформленной картонной коробке. Из характеристик надо отметить импеданс, равный 32 Ома, и чувствительность 105 дБ на 1 кГц. В комплект нам положили инструкцию, какую-то карточку с разными QR-кодами и набор серых силиконовых амбушюр разного размера. Кабель для своей цены выглядит неплохо, гибкий, плетеный, с заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером на 3,5 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,540 Ом. Соединение же осуществляется на вилочных QDC-коннекторах 0,78 мм. Сами чашечки тут небольшие, выполнены из обычного прозрачного пластика, сквозь который хорошо просматривается тот самый 10-мм динамик. С внутренней части здесь расположены два компенсационных отверстия и средний по размерам звуковод, а с внешней их скромно украсили блестками. Конечно, ничего особенного, но в этом сегменте какого-то интересного дизайнерского хода ждать и не приходится. Зато в уши они сели прекрасно, и звукоизоляция на высоте. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас немного волнообразный, но стандартный по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие рекордные 0,3%, что просто мега круто. Фаза резко уходит вверх после 10 кГц, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 96 миллисекунд с небольшими возмущениями в нижней половине спектра. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Сам же диапазон нам честно довели до заявленных 20 кГц. Настройка достаточно популярна, оттого каких-то проблем со звуком здесь быть не должно, с поправкой на возможности излучателя, естественно. По подаче модель действительно достойная, добротная по глубине и текстурности бас, теплая, чуть смягченная, но очень выразительная серединка и мягкие комфортные верха. Картинку, конечно, нельзя назвать особо четкой или прозрачной, однако музыке это почти всегда идет в плюс. Слушается все приятно, у звука присутствует собственный вес, глубина и объем, от чего создается то самое ощущение сцены и реалистичности происходящего. С более дорогими моделями T1S соревноваться, конечно же, не способны. Тут надо умерить, друзья, свои аппетиты. Но если в вашем распоряжении всего $30, то выбор их более чем оправдан. Нет никаких неприятных или резких призвуков. Довольно такой жирный бас и неплохая музыкальность. Недостатки здесь те же самые, что и во всех других наушниках со схожей настройкой. А именно сцена, хотя и хорошо рисуется в глубину, однако эта самая глубина заметно уменьшена. Нет пространства, свойственного, скажем, большим оркестром. Так что это решение для каких-то не очень богатых на количество инструментов жанров. Можно, конечно, но в данном плане Harman является достаточно компромиссным решением. Любители же тяжелой музыки могут посетовать на не шибко острые атаки и не самую высокую разборчивость. Впрочем, с высокими требованиями в бюджетном сегменте делать особо нечего. Если же отстраниться от всех этих нюансов и просто слушать музыку, то и оркестр звучит прилично, и рок, и металл, да и все остальное, что вы только можете придумать. На мой субъективный взгляд, звуку лишь немного не хватает четкости в общем и прорисовки нюансов в частности. Следовательно, здравая идея будет использовать его в паре с чем-то очень резким и детальным. Как пример могу привести недорогой мобильный ЦАП X1, что мы рассматривали недавно, или его вариации на других конвертерах. Неплохо они сыграются и со свистками Colorfly CDM1, X-Duo Link 2 Ball или Moonriver 2 от компании
Moondrop. Другое направление – бюджетные стационарные решения, где тоже наблюдается очень неплохая синергия. Так я успел погонять их на своем ЦАПе SMSL SU6 в связке с усилителем для наушников Topping L30. Очень добротный в результате, друзья, получился звук. В сравнении с TRN T1 Pro последние кажутся куда чище, резче, детальнее, но не такие комфортные, немного проигрывают героям обзора в плане мелодичности. TIN Hi-Fi T1S объемнее, в правильном смысле жирнее, но ощущается мутнее TRN. KZ EDA, а именно басовые наушники из данного набора, тоже заметно ярче и прозрачнее, обладают схожим объемом и, на мой вкус, даже более эффектным звучанием. Впрочем, если вы любите спокойный звук на верхах, то лучше T1S в данном сегменте, друзья, едва ли найдете. Обычно все намного ярче. Итогом, внутриканальные наушники TIN Hi-Fi T1S лично меня порадовали прекрасной посадкой и популярной сейчас хармоновской настройкой с очень комфортным, чуть теплым, объемным и просто сверхвыразительным звучанием. Настолько сбалансированный звук – огромнейшая редкость в нижнем ценовом сегменте. Конечно, если у вас есть возможность, то лучше будет присмотреться к TIN Hi-Fi T3+, ну а за неимением таковой T1S тоже позволит получить немалое удовольствие от прослушивания любимой музыки. Далеко не топ, но за свои деньги, друзья, очень годное решение. А на этом у меня все. Это были динамические наушники TIN Hi-Fi T1S. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.